Привет, Арми. Прошло почти 18 дней с тех пор, как Тэхёна и Чингука заметили вместе в ресторане Сакаэр-бар, и до сих пор люди обсуждают этот момент. Это ясно показывает, насколько велик общественный интерес к тому, что произошло между ними и их взаимодействию. Изначально, когда их визит стал предметом обсуждения, некоторые сразу же заявили, что история выдумана. Однако сам ресторан в итоге подтвердил, что Тэхён и Чингук действительно там были. На самом деле, мы узнали о дате за 2 дня до того, как ресторан опубликовал что-либо в своих социальных сетях. Тем не менее, те же самые люди снова предполагают, что мы могли заплатить ресторану за упоминание имен Тэхёна и Чингука, точно так же, как и предыдущие обвинения в том, что мы заплатили ДН. Правда очень проста, мы не платили ни ресторану, ни ДН, обе ситуации были абсолютно реальными и произошли так, как произошли. Это еще раз показывает, как много людей постоянно ищут малейший повод, чтобы выдумывать абсурдные слухи, особенно когда дело касается особых отношений между Чингуком и Тэхёном. Каждый раз, когда их видят вместе, люди делают поспешные выводы, не зная, что происходит на самом деле. Честно говоря, у Тэхёна и Чингука всегда были особые отношения, они не скрывали их полностью, но и не раскрывали всем, как бы люди ни пытались это отрицать, ничто не может изменить настоящие моменты, которые они пережили вместе. Правда обладает своей силой, и в конце концов, она всегда всплывает на поверхность. Правда не нуждается в чрезмерной защите. Когда некоторые утверждают, что Тэхён и Чингук злятся или что все это ложь, они просто показывают, что не понимают, что на самом деле происходит между ними. Нам не нужно повторять одно и то же снова и снова, потому что правду не нужно повторять. Факты говорят сами за себя, тем временем многие до сих пор не могут забыть их недавние свидания и постоянно ищут любой предлог, чтобы представить отношения Чингука и Тэхёна совсем не такими, какими они кажутся. Однако Тэхён и Чингук постоянно дают очень четкие намеки на то, что их отношения продолжаются, что они по-прежнему встречаются и проводят время вместе наедине, и что со временем многое прояснится. Самое важное, что нужно понимать, это то, что Тэхён и Чингук не пытаются привлечь внимание или создать ажиотаж. Они просто наслаждаются драгоценными моментами вместе, как и на протяжении многих лет. То, что происходит между ними, реально и искренне, независимо от того, что могут сказать люди, которые их не понимают. Они будут продолжать делиться этими личными моментами не для доказательства, а потому что это самый удобный для них способ показать свои отношения, естественным и особенным образом, так, как понимают только они сами. Тэхён и Чингук демонстрируют очень особенную связь. Их часто видят вместе, и они, естественно, проявляют нежность друг к другу. Яркий пример произошел во время прямой трансляции Чингука для своих поклонников. Внезапно послышался голос Тэхёна, шепчущего «Тане», ласковое обращение, которое они давно используют друг для друга. Услышав этот голос, Чингук тут же обернулся, выражение его лица полностью изменилось. Его улыбка стала шире, а глаза заблестели. Было ясно, что Чингук просто хотел быть рядом с Тэхёном, именно поэтому он сказал, что прямая трансляция продлится всего 10 минут, как будто хотел быстро закончить видео, чтобы уйти вместе с ним. Еще один особенный момент произошел, когда Тэхён и Чингук находились в отеле во время своего тура. В видео они показали то, чего мало кто ожидал, они не только делили один номер, но и спали в одной кровати. На подушке была нарисована буква «V», обозначающая сторону кровати Тэхёна. В ту ночь они, похоже, устроили шутливое соревнование, раскрывая подробности своей совместной жизни. Тэхён сделал вид, что выходит из комнаты, но на самом деле остался рядом с камерой. В какой-то момент Тэхён прошептал «Саранхэ», и Чингук тут же широко улыбнулся, спонтанная реакция, которая ясно показала, насколько он счастлив. В этом же видео много милых и естественных моментов. Чингук поет на заднем плане, а Тэхён рассказывает о кашляющей стиральной машине и шумном холодильнике, словно они находятся у себя дома. Затем, в особенно трогательный момент, Чингук засыпает рядом с Тэхёном, демонстрируя, как комфортно он себя чувствует рядом с ним. Все эти моменты показывают, что, несмотря на то, что они публичные личности, они по-прежнему ценят свою близость и, естественно, делятся интимными, доверительными моментами. Нам не хватает Тэхёна и Чингука вместе, и мы знаем, что многие другие чувствуют то же самое. Однако пока нам нужно терпеливо ждать.
Они готовятся к предстоящему мировому турне, которое снова продемонстрирует их невероятный талант на сцене и, конечно же, подарит им потрясающее выступление, как всегда. Пока мы ждем, мы можем вспомнить незабываемые моменты Текука, моменты, которые показывают, насколько крепка и тепла их связь. Их близость очевидна в каждом жесте, каждом взгляде и каждом моменте, которым они решают поделиться. За эти годы Текук показал, что их отношения построены на терпении, преданности и взаимной поддержке. Им не нужно никому ничего доказывать, потому что их привязанность проявляется в мелочах, в их постоянстве и в их тихом, но значимом присутствии. Эти отношения – безопасное пространство для них обоих, место, где они могут чувствовать себя понятыми и поддержанными, связь, которая продолжает расти, не теряя того, что делает ее особенной, и в будущем история Текука откроет нам новую главу, наполненную драгоценными воспоминаниями. А до тех пор мы будем продолжать ценить моменты, которые они разделили, потому что эти моменты говорят глубже слов о привязанности, доверии и подлинной связи, которая объединяет Тэхёна и Чингука. И в конце концов, все сводится к одной неоспоримой истине. Что бы ни говорили другие, ничто не сравнится с тем, что Тэхён и Чингук продемонстрировали сами, благодаря времени, постоянству и присутствию друг друга. Их отношения не построены на больших, показных моментах, они строятся на маленьких, повторяющихся привычках. Начиная с того, как они ищут друг друга в переполненной комнате, с ощутимого комфорта, который они чувствуют, находясь рядом, и спокойствия, которое приходит, когда один знает, что другой рядом. Тэхён и Чингук никогда не просят никого полностью понять их, они просто живут так, как им кажется правильным, и именно в этом заключается их красота. Отношения, не требующие долгих объяснений, потому что они живут через действия. За эти годы они прошли через множество этапов. Перемены, расстояние, занятость и давление, связанные с тем, что они публичные личности, но одно остается неизменным – то, как они возвращаются друг к другу, спокойно, зрело и с доверием. Вот почему каждый раз, когда они появляются вместе, каким бы незначительным он ни был, это всегда кажется значимым, не из-за ощущения, а из-за долгой истории, которая их сопровождает, истории, содержание которой знают только они двое. Тем, кто наблюдает издалека, остается только восхищаться, не требовать, наблюдать, не навязывая свою точку зрения, и любить, не обладая, потому что не все прекрасные вещи нуждаются в явном объяснении. Текук учит нас, что истинная близость не всегда громкая и броская, иногда она присутствует в шепоте, в тихом смехе, в уютной тишине, и в выборе оставаться вместе, даже когда мир продолжает меняться. Поэтому, пока мы ждем дня, когда снова увидим их на той же сцене, улыбающихся, поющих и делящихся своей энергией с миром, мы можем тихо хранить эти воспоминания, как часть продолжающегося путешествия. Потому что история Тэхёна и Чингука еще не закончена, они просто берут перерыв, накапливают время, опыт и новые истории, чтобы однажды снова приветствовать нас неожиданным, но всегда знакомым образом. И до тех пор, пока это время не наступит, мы остаемся здесь, как свидетели, как сторонники, и как те, кто понимает, что самые крепкие отношения не нужно объявлять, их просто нужно прожить. Это Текук, дело не в доказательствах, речь идет не о слухах, а о двух душах, идущих бок о бок, каждая по-своему, в ритме, который понимают только они, и именно это делает эту историю особенной, даже в тишине. Type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love.